Всем привет, с вами снова Алина, и сегодня мы с вами наконец-таки поговорим не про моду. Да, я знаю, что вам немножко надоели эти видосики, поэтому сегодня мы с вами поговорим о красоте, бьюти-тематика. Сегодня мы поговорим про лайфхаки, секреты, ну скорее это больше секреты, чем лайфхаки, которые используют модели в своей повседневной жизни, в своем макияже. И можно сказать, что это такая, знаете, подборочка, которую я собрала для вас из видео Vogue. Вы знаете, что на сайте журнала Vogue есть такая тематика, где, знаете, модели подходят и у зеркала делают свой макияж, и это все снимается на видео, и потом очень много просмотров эти все видосики собирают. В каждом таком видео, на самом деле, очень много советов, и я решила обобщить их и сделать для вас подборку того, что чаще всего встречается в этих видео, что же делают модели для того, чтобы выглядеть восхитительно, даже когда они сами наносят свой макияж. Итак, первый пункт — это массаж лица, потому что во всех, в 99% видео, таких, мне кажется, модели начинали ролик с того, что делали массаж. Было очень много разных техник. Кто-то использует щипковый массаж, кто-то использует массаж с маслом. Очень часто я также видела массаж с помощью каких-то специальных приспособлений, например, ролик. Я лично могу сказать за себя, обожаю роликовый массаж. У меня дома все время в холодильнике лежит вот такой вот ролик, я им пользуюсь, их можно заказать где угодно. Главное хранить это все в холодильнике, и это очень приятное ощущение, и за счет этого, если вы используете охлажденный такой ролик, уменьшается отечность лица, но здесь главное соблюдать определенную схему. Если вам будет интересно, то я сниму про это отдельный ролик на канал, так что можете оставлять свои рекомендации. Массаж — это потрясающая вещь, но только если знать, как его делать. Важно восходящие линии, такой, знаете, лифтинг-эффект, для того, чтобы визуально подтягивалось лицо, уменьшались отеки. Перед кастингами, перед какими-то мероприятиями модели очень часто делают массаж лица. Также во всех этих видео есть всевозможные патчи, маски, вот все время что-то используется перед нанесением макияжа, и я, в принципе, эту философию разделяю. Если мне нужно собираться на какое-то там более важное мероприятие, то я обязательно сделаю какую-то маску, но обязательно маску проверенную. Ни в коем случае перед важными мероприятиями не используйте какие-то новые маски, но и патчи. Я все маски и патчи, так же как и ролик для массажа, храню в холодильнике. Так делают многие знаменитости, модели, в том числе из этих видео. Охлажденная маска даст еще более ярко выраженный эффект, и то же самое касается патчей. Если вы их используете, обязательно храните их в холодильнике. И вот знаете, я одно время думала, что патчи бесполезны, но нет, визуально, я не говорю про накопительный эффект, перед каким-то мероприятием они действительно здорово могут потянуть зону вокруг глаз. У меня лично есть такой эффект, но я их обязательно ношу прям долго. Я ношу их до самого высыхания, и только тогда получается лифтинг-эффект. Если я их надену там буквально на 5 минут, это вообще абсолютно неэффективно. Этот момент, мне кажется, немножко упускается в таких видео-собиралочках в стиле Vogue, потому что у них нет возможности там сказать, вот я там ношу 30 минут эти патчи. Хотя на самом деле реально лучше надеть их, пойти попить кофе, заниматься там какими-то другими приготовлениями, и только потом, спустя полчаса наносить макияж, тогда эффект будет лучше. Так что это не просто совет, это еще такое вот вам уточнение лично от меня. Также во всех этих видео модели не пропускают шаг под названием увлажнение. У них абсолютно разный тип кожи, вот реально у всех. У кого-то жирная, у кого-то комбинированная, у кого-то сухая, но все обязательно перед макияжем используют увлажнение. И это тоже очевидно. Если вы будете использовать, например, какой-то питательный крем перед макияжем, то есть вероятность, что он весь у вас сползет, потому что питательные кремики, они, как правило, более плотные и не предполагают то, что вы потом будете наносить макияж. Во всяком случае, это из моего опыта. Если вы наносите макияж, обязательно используйте что-то увлажняющее. Не обязательно это будет какой-то крем, это вполне может быть какой-то даже тоник. Вот, кстати, сегодня перед нанесением макияжа я как раз-таки тоника использовала, потому что мне хотелось какого-то легкого эффекта. У меня не было времени для того, чтобы ждать, пока крем немножко впитается, и это тоже вариант. Но, кстати, помимо видео, интервью, где знаменитости и модели могут что-то недосказать, могут что-то приукрасить, лучше получать информацию напрямую от профессиональных косметологов. Так вот, Настя с канала Ревитоника просто открыла мне глаза на столько вопросов, связанных с красотой, старением, уходом,
гелем, ботоксом и другими темами. Я просто уверена, что вы видели этот канал раньше. Все видео сделаны очень профессионально и обязательны к просмотру каждой девушки, вне зависимости, ходит она к косметологам или нет. Очень полезным я считаю видео про отказ от 6 привычек, которые нас старят. Все рассказывается подробно, но при этом абсолютно не затянуто. Так, например, многие недооценивают проблему зависимости от гаджетов, и Настя ясно объясняет, к каким последствиям во внешности и здоровье это может привести. Ссылку на это видео я обязательно оставлю в описании, потому что, к сожалению, на YouTube очень мало каналов, они буквально на вес золота, где все рассказывается профессионалами с научной точки зрения. Поэтому я обычно не рекомендую чьи-то каналы, но здесь каждое видео, ну вот просто находка. Еще один интересный совет, лайфхак, называйте это как хотите, который я подсмотрела в этом видео, это то, что, ну вот даже при наличии огромного количества оттенков, если мы говорим, например, про Америку, там тональных действительно больше, чем у нас, потому что, ну, у нас приходишь в магазин, ну, максимум 3, 4, 5 тонов. Многие модели, они используют 2 тональных средства, то есть они добиваются идеального оттенка как раз-таки с помощью того, что смешивают между собой 2. Один посветлее, один потемнее, с другим подтоном. И это, знаете, такой совет, который просто на поверхности, который очевидный и которым пользуются визажисты, но почему-то многие девушки, они вот, ну не подходит мне тональник чуть-чуть по цвету, ну и ладно, фиг с ним. Нет, можно купить просто 2 тона, смешивать их и добиваться идеального результата, и для кого-то это реально очевидно. Вот лучше потратиться, купить 2 средства, но зато тональный будет идеального оттенка. И, кстати, еще очень часто модели в этих видео использовали BB-крем и смешивали его, например, с праймером, либо с сияющей базой, сияющим жидким хайлайтером. Если вы хотите добиться еще более сияющей кожи, то можно подмешать немножко ваш BB-крем сияющей базы, либо подмешать жидкий хайлайтер. Это тоже такой лайфхак, о котором я говорила ранее, но основной совет, если не можете найти тональный, который идеально подходит к вам по оттенку кожи, то просто смешайте 2. Еще как бы не говорили, что контуринг не в моде, что это вот прям прошлый век. Да, если мы говорим про какой-то тяжелый, такой театральный, такой кардашьянинг, а вот с самого начала их, знаете, вот этой бьюти-карьеры, когда вот эти буквально черные скулы были в тренде, были на пике, нет, это сейчас, конечно, не актуально, но во всех этих макияжах модели делают себе легкий контуринг, то есть используют какие-то средства, которые, например, ну буквально на 2 тона максимум темнее их оттенка кожи, получается все очень натурально. Чаще всего используются кремовые продукты. Да, вот я заметила такую тенденцию, мне легче работать с сухими текстурами, но вот я как-то после просмотра всех этих видео и подготовки к своему ролику решила немножко пересмотреть. Возможно, стоит обратить свое внимание на кремовые текстуры, потому что, да, какой-то легкий и натуральный эффект с помощью них можно легко создать, если, конечно, хорошо растушевать продукты, но в целом не стоит недооценивать силу контуринга, потому что, ну, в Калифорнии, так во всяком случае, контуринг, я сейчас говорю про легкий, это вот, ну, просто настоящий must-have. Без него модели практически не выходят, если говорить про какие-то даже кастинги, хотя вот я вам говорила, что вот на кастинге нужно приходить без макияжа, нет, используют модели все-таки макияж, но используют незаметный, минимальный, и контуринг легкие все равно делают. Еще я заметила, что многие модели используют подсвечивающую какую-то светоотражающую пудру на все лицо. Они не только используют хайлайтер на определенные зоны, но также при закреплении макияжа сначала используют обычную пудру, либо пропускают этот этап и сразу закрепляют макияж пудрой, которая содержит светоотражающие частички. И зачем они это делают? Очевидно, для того, чтобы подсветить лицо, для того, чтобы оно смотрелось еще более свежим, еще более отдохнувшим. Это такой, знаете, тоже старенький лайфхак, но, как я уже сказала, когда я смотрела эти видео, это была такая общая тенденция, поэтому не забываем про то, что светоотражающие пудры можно использовать и на все лицо, главное, тоненьким-тоненьким слоем, ни в коем случае не перебарщивайте, иначе вы получите такой, знаете, не самый презентабельный внешний вид, особенно если попадете в объектив вспышки. Также, если вы думаете, что можете обойтись без румян для того, чтобы у вас был свежий отдохнувший вид, нет. Вы не можете обойтись без румян. Во всех этих видео модели использовали румяна. Я сама очень долгое время недооценивала силу румян. Мне казалось, что ну вот у меня есть бронзер, мне и бронзера хватает. Нет. Вот этот финальный штрих свежести — это практически всегда румяна, поэтому не забывайте использовать румяна. Подберите в идеальном оттенке, чтобы они подходили вам, ну не то чтобы по цветотипу, я вот не совсем верю в цветотипирование, но для того, чтобы хотя бы они повторяли ваш естественный
естественный румянец. Это действительно очень крутой продукт, который многие девушки, особенно те, у которых есть склонность к тому, чтобы лицо краснело. Я знаю, что такие девушки зачастую избегают румян. Но нет, если вы используете какой-то плотный тон, но хотите добавить свежесть, то без румян не обойтись. Поэтому это тоже очень крутой совет. И во всех этих макияжах были использованы румяна. И также мы можем перейти к следующему совету. Если вы делаете дневной макияжик, какой-то такой легкий, нюдовый, то румяна можно использовать еще и в качестве теней, таких, знаете, полупрозрачных. Это очень красиво. Такие мономакияжи, это, в принципе, сейчас все еще актуально, когда вы используете румяна, помаду и тени в одной цветовой гамме. То есть, в принципе, если вы используете кремовые румяна, вы можете добавить их на губы, добавить их на щечки и использовать их также в качестве теней. Это будет очень красиво, свежо. И опять же, это такой прием, такой лайфхак от визажистов, который мы с вами можем применять в повседневной жизни, когда нет времени, но при этом нам хочется выглядеть свежо и не хочется выдумывать какой-то сложный макияж. И еще такой совет, который касается уже только губ, раз уж мы начали говорить про помаду, это скраб для губ. Я тоже про это уже снимала видео, про то, что его можно сделать из сахара, и также все модели практически использовали какие-то вариации скраба, но мне кажется, что наиболее удачным будет все-таки решение использовать зубную щетку. Не нужно ничего смешивать. Понятное дело, я люблю иногда себя побаловать скрабиками для губ. Ну вот, просто как ритуал. Если вы просто хотите, чтобы кожа губ была отшелушена, чтобы помада лучше легла, чтобы вообще губы как-то стали объемнее, то можно использовать обычную зубную щетку. Кто-то даже использует при этом зубную пасту. Ну, это такой более хардкорный вариант, если у вас там нечувствительная кожа губ. У меня, например, нечувствительная, и я иногда использую этот лайфхак. Тоже чуть-чуть буквально зубной пасты на губы. Губы становятся пухлее, помада ложится лучше. Но это совет, опять же, не для тех, у кого чувствительная кожа. И еще один такой совет для затравочки, потому что я хочу, наверное, снять отдельное видео про волосы. И если вам будет интересно, то напишите обязательно об этом в комментариях, потому что про волосы прям отдельный раздел. Можно рассказать тоже какие-то советы, лайфхаки, приемы. Не знаю, будет интересно, то я сниму для вас этот ролик. И в сегодняшнее видео я бы хотела добавить один совет, который касается, ну, практически всех этих роликов. Я заметила, что модели зачастую отдают предпочтение именно текстурной укладке, то есть не каким-то идеально лежащим, там, блестящим волосам. Нет, практически все они работают с текстурой. Я понимаю, что есть нюансы, что многие из них живут там в теплом климате, где-то в Калифорнии, где, как бы, ну, это само собой разумеется, но кто мешает нам в любой климатической зоне использовать какой-то спрей для текстуры, либо хотя бы соляной спрей, его не так сложно сделать, то есть, в принципе, текстура — это такой общий тренд, который, мне кажется, в моде. То есть это тренд последних нескольких лет, наверное, лет 3, и мне кажется, этот тренд будет дальше, потому что текстура, легкая небрежность всегда очень удобно. Согласитесь, сделать какую-то идеально гладкую укладку гораздо тяжелее, чем просто добавить волосам текстуру, но, опять же, здесь все зависит от вашего типа волос. Я надеюсь, что это видео вам понравилось, было чем-то полезным, вы узнали для себя что-то новое, хотя, если вы давно смотрите мой канал, если вы на него подписаны, не пропускаете мои ролики, я думаю, вы многие из этих советов знали. Если вы до сих пор не подписаны, то срочно это исправляйте, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео, потому что дальше больше интересных и познавательных видео про моду, про красоту. Подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы всегда быть со мной на связи. Вы можете мне там писать комментарии, можете писать мне в директ. Я практически все читаю, не на все у меня получается отвечать, но все равно стараюсь быть с вами на связи. Ну а с вами была Алина. Увидимся в следующем ролике. Пока! Я еще не совсем уверена, пришло ли время убирать новогодних оленей или дождаться 8 марта. Когда убирать новогодние украшения? Вот скажите мне, пожалуйста, вы уже все убрали елку? У меня елки не было, у меня стоит маленькая на кухне, но она стоит круглый год, так что у меня круглый год Новый год. Но вот что касается всяких вот таких штук. Ну вот как можно убрать? Мне кажется, что олени могут стоять и круглый год. Как вы считаете?